Итак, на этом мы закончили предыдущее видео. Перед вами карта желаний водителя. Сейчас я покажу вам другую карту, на которую часто обращают внимание. Вот это, с 3 небольшими выступами. Очень скоро вы научитесь узнавать эту карту. Это карта крутящего момента или карта ограничения крутящего момента. Иногда на ней 3 выступа, иногда 4, иногда 5, иногда 2. Но, как правило, 2 или 3 – это разумное количество. Но именно форма этих небольших выступов подсказывает, что перед вами карта ограничения крутящего момента. Если мы дважды кликнем по ней, то увидим нашу карту. Я просто вернусь к ней, чтобы она не была серой на фоне. Вернемся к ней и откроем. Итак, у нас есть данные, мы знаем, как они называются, поэтому просто дважды кликнем по ним, чтобы изменить название. Многие называют эту карту картой крутящего момента. Я предпочитаю называть ее картой ограничения крутящего момента. Описание карты зависит от того, что вы хотите указать в данный момент. Потому что карта ограничения крутящего момента не ограничивает крутящий момент на одной из этих карт. Как это происходит на некоторых новых EBBU. Другими словами, на более новых EBBU вы ограничиваете крутящий момент. Поэтому у вас могут быть данные о крутящем моменте. Но в etc. 15 вы ограничиваете количество топлива, подаваемого в двигатель. В то время как вы на самом деле говорите о крутящем моменте, мы обращаем внимание на количество впрыска, то есть на коэффициент интеллекта. Единица измерения, вероятно, составит миллиграмм на 1 удар. Это означает, что приведенные здесь цифры, вероятно, не равны 32, а на самом деле равны 32. Так что мы, вероятно, хотим увеличить это значение на 0,1 и получить 32. И нам, вероятно, нужно значение, которое имело бы какой-то смысл после запятой. Если мы допустим единицу, то вы увидите, что у нас есть одна десятичная точка. Если мы хотим не учитывать ни одной десятичной точки, то у нас нет десятичных точек. Или мы можем использовать 2 десятичные точки. Так вот, в данном конкретном случае спорно, нужна ли вам единица или 2. Но что я сделаю, так это пока оставлю эту единицу равной 2. Так что я просто приму эту единицу за 2 и скажу, что все в порядке. Вот здесь у нас есть кое-какие цифры. Теперь они могут показаться довольно знакомыми, потому что мы увидели на карте ИГ-цифру в 51 мг, а затем на карте желаний водителя цифры в районе 51-52. Абсолютный максимум 70 баллов. А вот здесь у нас есть цифры. Если мы посмотрим на них, то увидим, что мы остановились на 52 баллах. Не так ли? Итак, у нас есть цифры, которые заканчиваются на 52 баллах. А теперь давайте посмотрим, сможем ли мы определить, что это такое. Здесь наверху нам говорят, что это число оборотов в минуту. Давай посмотрим. Частота вращения двигателя – это число оборотов в минуту. Уинхолс опять что-то напутал. Давай попробуем заменить это на единицу, а потом посмотрим на цифры. Мы скажем, хорошо, давай покончим с этим. Это такой длинный список. Количество столбцов слишком велико, и он не подходит к краю, так что я должен передвинуть его поперек. Но это говорит о том, что двигатель развивает скорость до 5200 оборотов в минуту. Так вот, на других картах, которые мы просматривали, скорость была около 5300 оборотов в минуту, так что, похоже, мы находимся в нужном районе. Так что, возможно, все в порядке. И что интересно, при 5200 оборотах посмотрите, что происходит с топливом. Его нет. Так что вам нужно ехать на очень-очень-очень высокой скорости. Для обычного маленького дизельного двигателя с турбонаддувом нужны высокие обороты, а когда вы пытаетесь это сделать, топливо не впрыскивается. Я дам вам время подумать над этим. Ну что же, давай вернемся к самому концу.
Что это такое? А теперь, если ты не смотрел на это или не видел маленькую табличку вверху, тебе будет трудно догадаться, что такое 600, 800 и 1000. У нас есть 3 ряда. Я просто дважды щелкну по ним, и на самом деле это атмосферное давление, измеряемое в миллибарах. Итак, у нас есть выбор из 3 значений давления воздуха – 600, 800 или 1000. Другими словами, проектировщики учли, что вы можете жить на уровне моря где-то около 900 тысяч миллибар. Но если вы приедете в какой-нибудь регион мира и подниметесь на гору на своей машине, давление воздуха может резко упасть. А теперь, если я просто скажу «хорошо», и мы посмотрим на это, действительно ли это будет иметь большое значение. Ну, в общем-то, не так уж много. Но посмотри, что они натворили. Когда ты едешь по городу на уровне моря, вот эти цифры в этом ряду. А если ты отправишься в ту часть мира, где воздух находится намного выше, то почувствуешь небольшой ограничивающий эффект. 40 градусов будут ограничены 39,6 градусами. Это не так уж много. 51 был ограничен 40 на 99,5 градуса. Но, с другой стороны, из-за изменения давления воздуха возникает небольшое ограничение. Это небольшое ограничение, вызванное давлением воздуха, отчасти призвано защитить двигатель, но только через турбокомпрессор. Другими словами, в разряженном воздухе турбокомпрессор может вращаться слишком быстро и просто выйти из строя. Поэтому конструкторы учли этот момент, чтобы продлить срок службы турбокомпрессора. Теперь, если вы будете экспериментировать с этими показателями, помните об этом, как и о том, что на высоких оборотах топливо не впрыскивается. Поэтому, если вы начнете менять показатели в картах, учитывайте то, что уже сделали конструкторы. Возможно, у них были на то веские причины. Так что не думайте, что можно менять все, что угодно, и ничего страшного не случится. Возможно, ничего страшного и не случится, но однажды это может произойти. Так что имейте это в виду.